На концах рычага действуют силы в 2 ньютона и 8 ньютонов. Расстояние между точками приложения сил 1 метр. Где находится точка опоры, если рычаг в равновесии? Есть две силы. F1 равно 2 ньютона, F2 равно 8 ньютонов. И расстояние между этими силами L равно 1 метр. Нужно определить, где находится точка опоры. Нужно определить плечи действия этих сил. L1 определим и L2. Сама задача выглядит таким образом. Здесь расстояние между силами 1 метр. Вот это значение L 1 метр. Здесь действует сила F1, здесь действует сила F2 больше. Где-то, в каком-то месте должна быть точка опоры, которая даст этой системе устойчивое равновесное состояние. Раз точка опоры здесь может быть где-то в каком-то месте, то плечо действия силы F1 будет равно L1, плечо действия силы F2 будет L2. Давайте поговорим об условии, которое создает все это действие этих сил в равновесном положении и неподвижном, можно сказать, положении. Первое – это говорит закон Ньютона о том, что равнодействующее всех сил, действующих на тело, если равно нулю, то тело находится в состоянии покоя или в равномерном прямолинейном движении, но в данном случае нас интересует первое состояние покоя. Что здесь определяет силы, которые действуют? Две силы, которые действуют в направлении одинаково. И противоположная сила – это реакция опоры, которая их будет уравновешивать. Рычаг не будет двигаться ни вверх, ни вниз. Вот эта реакция опоры R будет равна сумме двух этих сил. Потому что мы, если просуммируем эти силы, они должны быть равны реакции опоры. Она не дает возможности двигаться ни вверх, ни вниз этому рычагу. Теперь, что касается поворота. Дело в том, что если рычаг находится в равновесии и не движется, значит, должна быть сумма моментов тоже равна нулю. Векторная сумма моментов равна нулю. Почему? Обратите внимание, если мы возьмем за систему отсчета движения часовой стрелки, эта сила действует по часовой стрелке. Эта сила действует против часовой стрелки. Но в любом случае, для того, чтобы все это находилось в равновесии, моменты их непосредственно модули должны быть одинаковы. Для того, чтобы еще раз просмотреть, каким образом строятся плечи по отношению к силе, желательно просмотреть 004 файлы и 001. Там определены, каким образом строятся плечи по отношению к точке, в которой действует сила. Что касается момента, мы определим момент как момент равен силе, что множится на L. L – это плечо, которое определено перпендикуляром к направлению действия силы и точки, относительно которого действует эта сила. В данном случае можем четко сказать о том, что тут 90 градусов, здесь 90 градусов. Здесь момент силы M1 можем записать, в данном случае M1 равен F1, что множится на L1. Можно уже писать даже значение это как модуль. И значение силы M2 равно F2, что множится на L2. Можно сказать о том, что если рычаг не двигается, модули моментов будут одинаковые, потому что они компенсируют друг друга. И мы можем эти значения приравнять. F1 умножить на L1 будет равно F2, что умножим на L2. С другой стороны, в задаче сказано, что между ними расстояние L. Мы можем сказать о том, что L равно L1 плюс L2. Можно определить какое-то из этих значений, скажем, чему равно L1 в данном случае. L1 равно L минус L2. Чтобы оставить одну неизвестную, это нам все известно, это расстояние L, а это нам одно неизвестное оставим. Силы у нас тоже будут известны. В данном случае в этих уравнениях сейчас получается два неизвестных. Но оставим одно неизвестное. Заменим L1, в данном случае вот это значение, через L минус L2. Тогда L2 будет одно неизвестное. Можно будет искать именно это значение. Итак, перепишем F1, что множится на L1. Что такое L1? L1 это L минус L2. И равно чему? F2, что множится на L2. Теперь нужно что? Открыть скобки и относительно L2 нам решить это уравнение. Итак, будет F1, что множится на L, минус F1, что множится на L2, равно L2. F2, что множится на L2. Перенесем значение L2 в эту сторону. Здесь были неизвестны и выделим его. Итак, запишем. L2 мы переносим. В левой части остается F1, что множится на L. В правой части что получается? То, что было F2 на L2 и плюс, потому что переносим знак, меняется на противоположный, плюс F1 множится на L2. Ну, L2 выносим до скобки в правой части уравнения, и мы получаем такое значение F1, что множится на L, равно чему? Равно L2, а в скобках что у нас будет? F2 плюс F1. Теперь можем найти отсюда L2. Все нам известно, кроме L2. Так, L2 равно F1, что множится на L, делим на F2 плюс F1. Обратите внимание, здесь F1 в ньютонах. Сумма тут тоже будет в ньютонах. Ну, ньютоны сократится, останется только одно значение метр. То, что нам и нужно. Подставляем значение F1. Здесь будет 2 ньютона, множится на L и делим на... Сразу можно сложить. Здесь будет 10 ньютон. Ньютон сократились. А L это что? Это метр.
было 2 на 10 на L на 1 метр. Получаем метр делится на 5, получаем 0,2 метра. L2, вот это плечо L2 равно 0,2. Теперь нам стоит вспомнить о том, что L1 равно L минус L2, L1 будет равно L минус L2, равно 1 метр минус 0,2 метра, получаем 0,8 метра. Можем написать, что L1 равно 0,8 метра и L2 равно 0,2 метра. Как видно из этих данных, что точка, которая будет для равновесного состояния этого рычага, будет ближе находиться к большей силе. Но это естественно, потому что тут момент больше, тут момент меньше. Вот это значение получилось 0,2 метра, а это значение получилось 0,8 метра. Данные задачи будут именно так. Именно в это место нужно подставить точку подвеса рычага для того, чтобы он не двигался.